И еще раз здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе все еще 23 февраля. И мой сегодня, надеюсь, последний материал, почему, надеюсь, вы поймете чуть позднее, будет посвящен, вы знаете, вот сегодня я считаю, по моим расчетам, это последний мирный день, гарантированно мирный день, который вполне может смениться началом войны. Почему я так решил, я сказал сегодня в первом материале, пока все сходится к тому, и сегодня наблюдаю, по мере своих возможностей слежу за передвижением войск, в принципе, собираю всю необходимую информацию и уже в целом могу сказать, что все стороны, не только Россия, но и все стороны, то есть все передовые части уже вышли на исходные позиции, согласно планам развертывания. Также сегодня во второй половине дня последние российские дипломаты покинули территорию Украины. И в целом уже ничто не мешает России решать проблему Украины именно военным путем. А то, что она решила это сделать, мне уже на самом деле очевидно. Я не знаю, что может остановить Москву. Мне кажется, что уже ничто. Хотя, конечно, чудеса бывают. Причем я еще раз хочу предупредить всех жителей Украины, что вы готовились к наихудшему. К сожалению, это уже почти неизбежно. Да, на некоторых территориях это пройдет очень быстро и безболезненно, но в некоторых городах вполне могут быть и эксцессы. Я очень бы не хотел, чтобы вы, мои уважаемые зрители, как и кто бы там другой, попал бы в эту мясорубку. И знаете, вот самая большая проблема в таких ситуациях, это когда общество, еще привыкшее жить на мирных рельсах, оно не готово жить по правилам войны, попадает в мясорубку. Очень много жителей Донбасса из-за этого поплатились своей жизнью и здоровьем, потому что они жили еще по законам мирного времени, между тем на их территории шла война. И очень похоже, что такие правила в самое ближайшее время будут правилами для многих частей Украины. И вы знаете, я вот буквально перед записью данного видео, в том числе потому и записываю это видео, поговорил с несколькими своими знакомыми с Украины. У них все в голове хи-ха-ха. Да ладно, что там будет, а если что-то будет, ничего страшного. Нет, это нормально, на самом деле неприятие войны это нормально. Но я очень хочу, чтобы вы прислушались к моему предупреждению. Уже в самые ближайшие дни, дай бог, чтобы я ошибся, я буду счастлив, если я ошибусь, на Украине начнется большая война. Если кто еще не заготовил план, как говорится, А и план Б на случай куда-то в эвакуации, либо проживания в военное время, срочно его составляйте. Потому что исходя из моих, так сказать, прикидок, который я изложил в утреннем материале, ссылку на него я дам в текстовой строке под видео, она появится в интерактивной ссылке сразу после этого видео. В ближайшие 3 дня вероятность начала войны более 90%. Остальные 10% могут случиться, если киевская власть дрогнет и пойдет на капитуляцию без войны. Но, честно говоря, я в это верю очень с большим трудом. Причем жителям Киева я уже сказал, лучше всего, если есть такая возможность, найти безопасную точку за пределами города. Очень опасный будет город. Моя малая родина, Сумы, кто не в курсе, я считаю, рыпаться никуда не стоит. Скорее всего, в Сумах все решится очень и очень быстро. Тем более, что сегодня ночью остатки, вернее, те части, которые не находятся на Донбассе, Сумской реактивной бригады были выведены в западном направлении. Понятно, что реактивщика выводят из-под удара, в принципе, это логично. С учетом того, что, насколько я помню, планы мобилизационного развертывания ВСУ на 2014 год, не думаю, что они принципиально менялись. В случае войны с Россией линия удержания идет по границе с Черниговской области. То есть Сумская область отдается без боя. Харьковчанам также не рекомендую никуда дергаться, потому что в вашем регионе, скорее всего, могут быть эксцессы, но все решится довольно быстро. Приморским южанам тоже нужно быть готовым ко всему. У вас в любом городе могут быть неожиданности. К сожалению, большего сказать не могу. Просто будьте готовы ко всему. У остальных частей Украины будет время приготовиться. И когда все это начнется, по крайней мере, несколько дней для маневра у вас будет. Но, с другой стороны, у вас может не быть возможности. Именно по этой причине я еще раз повторяю. Составьте план действий в случае наступления дня Д. Дай бог, чтобы его не получилось. Но, повторяю, по моим прикидкам, начиная с завтрашнего дня, вероятность войны очень велика. Настолько велика, что я, например, лично очень сильно удивлюсь, если на это время не начнется. Значит, что-то такое есть, что может ее остановить. А к солдатам ВСУ, силовикам, полиции, а также сотрудникам СБУ я хочу еще раз обратиться. Прежде чем принять решение, я не хочу вас ни к чему склонять, подумайте, за какой режим и ради чего вы воюете. Возможно, тем самым вы совершаете самую большую ошибку в своей жизни, за которую потом вам будет стыдно смотреть в глаза ваших детей. Потому что нет ничего более страшного, чем смотреть со стыдом в глаза своих детей. Значит, если убьют, это еще полбеды, да? А вот если останешься жив и потом всю оставшуюся жизнь будешь смотреть со стыдом в глаза своих детей, такой кары, как говорится, и врагу не пожелаешь. Вот это то, что я хотел вам сказать сегодня.
И сегодня, как никогда, хочу всем вам, уважаемые зрители, а также тех, кто меня даже не смотрит, пожелать, чтобы в конце концов, после всей этой заварухи, все вы были живы и здоровы. Ну и напоследок хочу, ни в коем случае не поддавайтесь панике. Паника всегда самый страшный враг. Что бы там ни случилось вокруг. Все, теперь вроде все, до свидания, ну и до завтрашнего утра, надеюсь.